Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приготовила для вас не очень легкий мастер-класс, но зато результат никого не оставит равнодушным. Честно говоря, я даже не знаю, к какому стилю можно отнести такие изделия. Лично у меня возникают ассоциации с африканскими мотивами. Эти рыбы удивительны тем, что они одинаково хорошо впишутся как в очень яркий и смелый интерьер, так и в лаконичный, выдержанный в каком-то одном цвете. Ну что, приступим к работе. Для работы в первую очередь нам понадобится картон и шаблон рыбы, который вы можете скачать по ссылке в описании под этим видео. Чтобы рыба получилась прочная, вырезаем 3 картонные заготовки, чередуя направление полос. Не забудьте что-то подложить под картон, например, стопку газет или фанеру, чтобы не испортить свой стол. Вырезать нужно острым канцелярским ножом, а не ножницами, так как ножницы, во-первых, не дадут ровный срез, а во-вторых, могут сделать заломы на картоне, которые в дальнейшем усложнят нашу работу. Чем ровнее и аккуратнее будут заготовки, тем меньше сил вы потратите на подготовку к росписи. Склеиваем 3 заготовки друг с другом, не забывая чередовать направление полос, и оставляем под прессом до высыхания. Я использую полимерный клей, но вы можете взять и термопистолет, и любой другой клей, который вам нравится. Теперь нам понадобится любая самозатвердевающая глина. Заливаем ее водой, оставляем на несколько часов, хорошо размешиваем и получаем жидкую самозатвердевающую смесь. Я для этой цели всегда использую ту массу, которая полностью высохла, превратилась в камень и, казалось бы, ее нужно выбросить. Но нет, она еще может превратиться в идеальный материал для творчества. Так что никогда не выбрасывайте засохшую самозатвердевающую глину, она вам еще может послужить. Кистью покрываем получившейся смесью нашу картонную заготовку со всех сторон, не забывая про торцы. Естественно, за один подход вы не сможете этого сделать, поэтому запаситесь терпением и наносите каждый новый слой после полной просушки предыдущего. Самый первый слой сохнет дольше всего, дальше процесс пойдет быстрее и веселее. Я нанесла 4 слоя со всех сторон. Здесь главное заполнить массой торцы, чтобы убрать щели. Кстати, сначала масса будет жидковатой, но постепенно она начнет густеть, и ей можно будет наносить более толстые слои. Как вы уже, наверное, поняли, дальше нам нужно будет хорошо зашкурить заготовку. Шкурится все быстро и достаточно легко, но грязно. Старайтесь в первую очередь выровнять торцы, именно они задают аккуратный вид всей работе. После того, как вы добились почти совершенства, еще раз покрываем рыбу жидкой массой, чтобы заполнить оставшиеся дырочки и углубления. Даем полностью высохнуть и еще раз шкурим изделие. Конечно, можно повторить этот процесс еще 1 или 2 раза, тогда вы получите действительно идеальную заготовку. Но если вы будете раскрашивать рыбу как я, то эти мелкие недочеты, которые вы видите сейчас на видео, в конечном результате будут незаметны.
Покрываем рыбу белым грунтом или белой акриловой краской, и наша заготовка готова. Можно приступать к декорированию. Сначала простым карандашом делаем разметку. Старайтесь не делать ее слишком яркой, иначе карандаш может остаться заметным в итоговой работе. Здесь все очень сильно зависит от ваших акриловых красок и насколько они укрывистые. И да, я советую раскрашивать именно акриловыми красками, а не гуашью или темперой, если вы хотите, чтобы ваша работа радовала вас долгие годы. Ну а дальше переходим к заполнению всех сегментов цветом. Здесь можете полностью положиться на свой вкус и довериться своей фантазии. Сначала заполняйте доминирующими цветами. У меня это желто-красная палитра, вы же можете выбрать любую другую. Располагайте цвета более-менее равномерно по всей рыбе и не делайте доминирующими темные цвета. После того, как вся рыба будет раскрашена, тонкой кистью черной краской аккуратно прорисуйте все контуры. Я советую делать это именно краской, а не маркером, так как при лакировке многие маркеры размазываются и вы рискуете испортить свою работу. Если вы не будете лакировать изделие, то можете рискнуть и все-таки взять маркер.
Раскрашиваем заднюю сторону, и я для этой цели использую коричневую акриловую краску. На самом деле рыба уже выглядит очень красиво, и кто-то, может быть, захочет остановиться на этом этапе, но я пойду дальше и займусь точечной росписью. Кстати, это идеальный вариант для тех, кто хочет научиться работать с контурами. Здесь не будут видны ошибки и какие-то ваши промахи, так что смело тренируйтесь и набивайте руку. Из советов, чтобы рыба была еще ярче, старайтесь использовать контрастные цвета контуров и краски, и не забывайте про торцы. Рисуйте не только точками, но и линиями и узорами. Ну что ж, осталось сделать рыбам глазки, и делать их я буду из стеклянных камушков из Fix Price. Если у вас таких камушков нет, то можно использовать, например, пуговицы, обрезанные контейнеры от Kinder сюрпризов или половинки шариков от Pahil. Подумайте, наверняка у вас найдется что-то подходящее. Камушки я приклеила на полимерный клей и раскрасила акриловыми красками. Как вариант, вы можете нарисовать глаз с нижней стороны стеклянного камушка и приклеить к рыбе. Тогда у вас получатся объемные стеклянные глаза. Жаль, что эта идея пришла мне в голову уже на этапе озвучки видео. Также не забываем про крепление. Можно взять крепление от фоторамок или просто приклеить веревочки с задней стороны. А еще таких рыбок можно сделать в виде статуэток. Для этого нужно будет на этапе покрытия заготовки жидкой самозатвердевающей массой вставить внутрь деревянную палочку, например, от суши, и из чего-то сделать основание, например, из гипса или, как у меня, скрутить роллы из бумажных трубочек. Очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и вы тоже захотите поселить у себя этих чудесных рыбешек. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и мой инстаграм. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!